parade aimed at making people vote for Putin to remain in power. And this is contrary to what I see here in Russia. So I was wondering if you have a comment or maybe an explanation even to this kind of headlines in Sweden. Thank you. Thank you very much and welcome to Moscow. Unfortunately, my Swedish is very poor. Just score. Я хотел бы ответить на этот вопрос, если позволите, по-русски. Вопрос достаточно тонкий. Я сам читал некоторые подобного рода мнения в европейских медиа. У вас будет возможность, и я попрошу своих помощников организовать вам возможность посетить участки, где голосуют представители наших вооруженных сил. У нас нет организованного голосования за поправки, у нас нет какого-либо принуждения. И как раз посмотрите, я представляю не партию большинства, я представляю либерально-демократическую партию. И у нас очень много сторонников среди офицеров, среди военнослужащих срочной службы. У нас нет в вооруженных силах какого-либо политического давления голосовать за то, что хотелось бы в Кремле. И это очень здорово, потому что сейчас, в 21 столетии, век интернета и социальных сетей, любое давление, искусственным образом оказываемое на избирателей, сразу же станет достоянием информационного пространства. Но ваш вопрос несколько шире. И хочу сказать, что у нас с разными группами избирателей не проводилось какой-то специальной направленной работы. Каждый определяется сам в отношении конституционных поправок. Это слишком важно. И я не слышал в России даже от представителей жесткой оппозиции, которая тоже у нас есть, конечно же, позиции о каком-либо давлении. Но, как известно, практика – критерий истинности знаний и опыта. Поэтому у вас будет возможность до конца получить ответ на данный вопрос не от меня, а в ходе посещения избирательных комиссий и в ходе бесед с людьми. Спасибо. I've been here as an international expert, so I don't want to really express my opinion about the amendments, yes or no. But I just can't not notice that these kind of amendments have a broader aspect. It's a step towards traditionalism. And we can actually see that several European countries have similar amendments or constitutions. For example, the Hungarian nation voted for such constitution in 2011, which have certain similarities with the Russian amendments today. Now, I also hear sometimes the voice that through these amendments, Russia is taking a step away from the European family. But to my mind, as I can see, Europe is taking now a step, a turn, ideologically, towards a more traditional way. And I would like to ask you if it not might be so that actually Russia is joining or even leading this traditional turn in Europe and actually is at the forefront. Thank you. Я, дорогой коллега, неожиданно сам для себя абсолютно с вами согласен. Вопрос, что мы берем за абсолютную систему координат, абсолютную систему ценностей? Мы берем
берем за систему координат, за точку отсчета, за систему ценностей то, что сегодня происходит в Европе, где заключаются однополые браки, где европейское право доминирует над национальным в многих чувствительных вопросах, в том, что мультикультурализм, который абсолютно чужд европейской цивилизации и многовековым ценностям Европы, приходит с Запада и заполняет европейское пространство. Если эта система ценностей является одновременно системой координат, то мы от нее отходим. Если же системой координат и отсчета является многовековая система европейских ценностей, где брак заключается между мужчиной и женщиной, где каждая из стран живет в традициях столетий своей национальной культуры, своих писателей, поэтов, философов, и не позволяет индуцировать вовнутрь своего общества чуждые европейской цивилизации и ценности, тогда мы за этот подход. И, может быть, нескромно об этом говорить мне, как представителю России, но я отвечаю вам на ваш посыл. И я считаю, что да, парадоксальным образом для многих критиков сегодняшней России, Россия сегодня не только возвращается к традиционализму, который означает стабильное, безопасное и равновесное развитие европейской цивилизации в будущем. Россия некоторым образом возглавляет это движение к традиционализму. Мы сегодня более жестко выступаем за наши европейские традиции. И кто-то, может быть, не в полной мере воспринимает Россию европейской страной, хотя мы абсолютно европейская страна по нашей истории, по нашей культуре и по тем же нашим традиционным ценностям. И сегодня, мне кажется, Россия действительно возглавляет этот поход за возвращение к традиционализму, за возвращение к нашей родной европейской культуре и к нашим исконным ценностям, которые были фундаментальными ценностями для наших отцов и для наших предков многие поколения назад. Вы очень точно сказали, и я совершенно с вами соглашусь. Спасибо.